Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Меня в комментариях просили сделать обзор на этот патч, новый, вот который совершенно недавно выпустился, пару дней назад. Так вот, я его делаю, несмотря на то, что у меня самочувствие так себе, хотя сегодня я чувствую себя намного живее. Так вот, в предыдущем... еще, кстати, новый сезон стартанул, поэтому в прошлом сезоне у меня был вот такой вот результат. Я считаю, он довольно-таки неплохой, в принципе, но как-то об этом уже не будем. Сейчас у меня ладья 1, я еще ни одной игры даже не сыграл, поэтому будем обозревать патч. И я, кстати, купил боевой пропуск в предыдущем сезоне, и последний день получается. Но некоторые фишки от боевого пропуска я узнал, проверил на себе и почувствую. На самом деле есть там одна обалденная вещь, но о ней, наверное, расскажу чуть позже. Хотя, наверное... Нет, ну я это расскажу, наверное, на стриме каком-то. Короче, поговорим о патче. В общем, что принес этот патч? Этот патч принес нового героя. Инфорсер преступного мира. Я не знаю, что такое инфорсер, поэтому, ребят, в комментариях напишите мне, что такое инфорсер. Инфорсер. Подробно пишите, что это такое, потому что, ну, я это слово не знаю. Ну, я так предполагаю, что это какой-то там наемник из преступного мира, который следит за порядком, либо что-то такое, то есть какой-то главный тип. Так вот, у этого героя есть две механики. На самом деле это, наверное, единственный герой, который имеет два скилла в одном, то есть и активный, и пассивный. О них мы сейчас поговорим. Пассивная способность дает вам шанс дополнительной тычки. Шанс, соответственно, 30%, 40-50%. Активный скилл, весь ваш урон, который наносится физически или магически, он становится полностью весь магический, кроме чистого. В этом скилле вы находитесь в форме 4-5-6 секунд. То есть 4-6 секунд, соответственно, в зависимости от уровня. Вам идет надбавка к урону 50, 75, 125, соответственно, от уровня фигуры. И в чем особенность этого скилла? Первое. В течение этих секунд вы можете нанести энное количество урона, но магического. Только магического. То есть все ваши предметы, которые дают вам физурон, криты и тому подобное, все становится магическим уроном и только магическим уроном. Естественно, кроме чистого. То есть если у вас, допустим, какой-то радик, то, соответственно, это нанесет чистый урон. В принципе, тут, я думаю, все понятно. Вы становитесь полностью неуязвимы к физическим атакам. То есть любой физурон, который вам будет наноситься в этот промежуток времени, находясь в форме, соответственно, не получаете. Герой получился, скажу сразу, интересным, необычным из-за того, что механика скиллов у него прикольная. То есть у него два скилла в одном, и пассивный, и активный. И я думаю, в будущем будет побольше таких героев, потому что механика на самом деле прикольная. Я поиграл на нем, я уже выпустил по поводу этого героя ролик. То есть как я сыграл на нем через богов, плюс нежить, плюс охотников и плюс синергию Кира. Кто не смотрел, ребят, обязательно посмотрите этот ролик. Ролик получился динамичным, прикольным, классным, но мы здесь не об этом собрались, чтобы я прорекламил свой предыдущий ролик. Мнение по этому герою сразу скажу. Хороший герой, не имба, законтрить его можно. И просто вот пример. Если будет против вас какой-то Хускар, а вы играете через богов, нежить, охотников плюс энергию Киры, вы его магическим уроном не уничтожите. Вы будете вечно находиться в этой форме, вечно будете пытаться там стрелять, все такое. Но Хускар вас убьет, потому что он будет наносить вам копьями огонь. То есть вот это вот пассивная способность Хускара. По другим изменениям игры, самое главное изменение, подчеркну, это то, что добавили предметы некоторые, плюс изменили старые. Клевер добавили. Я не знаю, как он работает, даже не спрашивайте, вообще непонятно. Я задал вопрос в техническую поддержку, поэтому в телеграм-канале я напишу подробнее об этом, когда они мне ответят, что, как это работает. Усилили потусторонний лук. Это тот предмет, который был первого тира и давал дальность атаки, и это затычка. Честное слово, это затычка. Скорость атаки плюс 10%. Ну разрабы, ну вы чё, прикалываетесь? Этот предмет не может стоить второго тира. Он первого тира и остается, просто дайте вот эту надбавку 10%. Почему я называю это затычкой? Это юзлес предмет, как по мне. Да, тут есть вот гномья брошка, которая реально дает импакт, она дает синергию гномов. Под охотников это песня. Да даже не под охотников, под любого дальнего рейндж-героя это и хороший предмет, если вы его керите. Вот. Тут же сделали скорость атаки 10%. Это, наверное, чтобы милишные герои не были обделены, когда приходил вот этот потусторонний лук. Тогда почему гномьи брошки никакой баф не накинули? Потому что если второго тира предмет выпадает, то... Ладно, это мне непонятно. Бафнули ледяной доспех, то есть сделали ему сопротивление магии плюс 30%, все остальное, по-моему, так же самое осталось. Но может чуть-чуть что-то изменилось. Ну, тут, в принципе, понятно. Что еще такого по изменениям?
Талисман счетчика добавили, броня плюс 5. И я не знаю, как в предыдущем патче работал, точнее, я как-то упустил этот момент. Но теперь талисман счетчика. Весь урон, который наносится по вам в течение 4 секунд, отражает 50% чистого урона. То есть вам нанесли 1000 физического, а вы 50% чистого вернули в обратно. То есть в течение 4 секунд. Предмет оверсильный. Особенно в лейте. Его можно использовать, ну, прям на 110%. Бафнули эту маску, теперь у нее вместо 10% от хила 15%. В принципе, спасибо, ладно. Бафнули жетон отступника, теперь здесь не 15% надбавки, а 25% надбавки. Все остальное осталось так же само. Я бы удалил на самом деле некоторые предметы отсюда. Клевер, не знаю, не рабочий. Это предмет первого тира, 100%. Но тут поправили описание, теперь нормальное описание, наконец-то можно кликнуть, посмотреть, что к чему. Что еще такого изменили? Добавили предмет 4 тира, багровый потрошитель, скорость атаки 20% и накладывается на героя с наибольшим значением Silence. И по этому герою идет приоритет атаки плюс двойной урон. То есть каждая ваша тычка будет иметь двойной урон. Это прикольно на самом деле предмет, очень сильный. Я считаю, да, что это 4 тира предмет, хотя на самом деле... Не, ну это очень сильный предмет, я бы даже его не менял. Это предмет 4 тира. Скорость атаки, Silence на 6 секунд. То есть это, грубо говоря, Doom на 6 секунд, только без урона. Но все ваши герои отдают приоритет бить именно эту цель с наибольшим значением. То есть наибольшее значение это самая дорогая у вас фигура. Но я так понимаю, если что, поправьте меня в комментариях. Наибольшее значение это если у вас 2 фиолетовые фигуры 2 уровня, то на одну из них будет кидаться вот этот вот предмет. И по нему будет, соответственно, приоритет атак плюс двойной урон. Это предмет хороший. Реально, это не useless предмет, очень сильный предмет. Но вот как оно распределяет ценность, мне немножко непонятно. Как по мне, наибольшее значение это самая дорогая фигура, самая ценная фигура. А вот как оно будет делиться между двумя равноценными, мне кажется, это рандом. КД, конечно, 15 секунд тоже хорошо. Не балансная шмотка, но очень сильная. Я бы, приоритет иногда я отдавал в некоторых катках. И добавили самую жесткую шмотку, считаю, в этом патче. Это посох великого мага. Маг урон плюс 40. Ну так, да, для 5 тира так себе. Потому что есть тот же самый Хекс, который дает 60%. Но самое жесткое, то, что надает, это уровень способности плюс 1. То есть, представьте на мгновение, вы собрали Зевса, да? 2 уровня. Кидаете вот этот вот посох, и Зевс бьет скиллом 3 уровня. Это очень сильный предмет. Или тот же Свен. Вот сейчас есть такая мета, собирать драконов-ведьмаков через Свена, и это очень сильно. У вас Свен 2 уровня, а баф будет 3. Вы просто представьте, сколько там урона. Там будут заоблачные цифры просто. И еще одна затычка, с которой я угорал, невменяемо. Я когда читал этот патч, я думаю, вы что, ребят, вы, там нормально у вас все в голове? Вы думаете, что вы добавляете? Короче, для физ-керри дают 500 урона. То есть, вдумайтесь, рапиры дают 500 урона. А для магических, ребят, ничего вроде бы не оставляет, не остается, да? А вот тут разработчики решили ввести 25% магического урона, ребят. Если вы даете 500 урона физ, то дайте хотя бы магического урона еще 100%. Разве не логично? Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Но как по мне, вот это вот тоже затычка разработчика, мне непонятно от слова совсем. В принципе, по предметам я так прошелся. Ничего такого больше нового нету. Давайте по героям немножко пройдемся. Так, изменили Трента. То есть вот это вот бревно. Теперь тоже поправьте меня в комментариях. Я некоторые моменты не особо понял. Урон за исцеление, то есть за 1 тик. Извиняюсь, горло немножко еще перешит. Вот. Урон за исцеление, то есть за 1 тик, увеличился на 10 единиц, когда 3 уровня. Был раньше 30. Но теперь еще добавили некоторые моменты. Особенность, я бы так сказал. Уменьшает атаку, но я не знаю, в радиусе или одной цели. Если в радиусе хороший баф персонажа. Если же не в радиусе, а только одной цели, то такое как-то. На 10, 20, 30 единиц. Так же самое касается и скорости атаки. Тут даже 2S добавили, но чтобы, понятно было, скорость атаки. 10%, 20 и 30. Продолжительность делит 4 секунды. КД 8, тут с КД, по-моему, ничего не меняли, а вот продолжительность делит 4 секунды. Я считаю прикольно. По поводу пака. У меня двоякое ощущение сложилось насчет этого пака. Я поиграл и скажу так, как по мне, он стал юзлесс героем. Вот чисто затычка для магов, для магов-драконов.
Да, он имеет сопротивление магии 50% со старта. Вроде бы как сильно. Но извините меня, вот такая вот дальность юзания его скилла. Раз. Радиус одна клетка тоже, ну то есть ширина одна клетка. Урон 150, 200, 250, плюс промахи 50%, продолжительность 2, 3, 4 секунды. Да, минимальная КД там 5, 4, 3 секунды. Под богами это, наверное, очень сильно. Но, наверное, я просто его как-то не расчувствовал, не распробовал, не раскусил как-то. Ну вот знаете, вот принесли вам блюдо, оно немножко сыроватое. Вот мне кажется, что оно немножко сыровато. Но я, может быть, просто не распробовал. Если что, поправьте меня в комментариях. Да, я помню, когда-то пак был такой, но он был намного сильнее. То есть, вот намного сильнее был пак в прошлом. Когда-то очень-очень давно. И теперь не осталось ни одной фигуры, ни одного героя, который будет уменьшать процентажно урон вашей фигуры. То есть, если в предыдущем патче этот пак присасывался к вам, он давал контроль, если вы разорвали связку, и, соответственно, уменьшал урон на 70, 80 и 90%, или, по-моему, на 60, 78, короче, не помню, 70, 80, 90 пусть будет, это было очень сильно, и так вы могли законтрить какого-то Свена, Темплара, то есть многих героев вы могли с помощью пака просто заткнуть. Причем еще этот дебаф работал сквозь гриттеров. Сейчас же, ну, нету такого. И это на самом деле немножко меня удручает. Что еще такого поменяли по героям? Давайте я сейчас быстренько пройдусь, я не помню. Так, объявление. Королева пауков, точно, точно. Я считаю, хороший баф, это ни в коем случае не нерв, это хороший баф, его сбалансировали, и стал персонаж сейчас намного, скажем так, релевантнее, чем был до этого. Так, где он тут? Вот он, вот. Какое у него изменение? Во-первых, скилл не требует маны, от слова совсем. Он дает, как только кастуется скилл, 50, 75, 100 магического урона. Но это слезы, да. Во-первых, это обездвиж. То есть, обездвиживает цели. Имеет шанс промахнуться 40, 60, 80%. Доп магический урон. То есть, вот. Когда цель атакована, она получает дополнительный магический урон. 10, 20, 30. То есть, это, я так понимаю, не настакивание урона магического, а просто еще дополнительно. Длительность паутины 6 секунд всегда. КД минимальная. Извините меня. Если цель умирает, то еще появляется маленький паучок. Но, по сути, это вечная паутина, потому что 6 секунд действует, КД 4 секунды. Ну, как минимум, вы в двойку ее собираете, грубо говоря, когда вы охотниках. Это сильно. Это очень хороший персонаж теперь стал. Особенности, когда ему перестала нужна быть мана. Да, порезали показатель 100% промахов, но, извините меня, это сейчас намного сильнее, чем было в предыдущий раз, как по мне. Кто распробовал это героя, ребят, в комментариях пишем, не стесняемся, но, в принципе, так, патч я разобрал, нового больше такого ничего не ввели, кроме, ребят, есть одно такое огромное но. На 3 и 15 раунде сейчас падают предметы необычные, и изменили формулу снижения урона от брони, я не совсем разобрался, насколько там сильно оно поменялось, поэтому просто вот изменили. И еще самое главное, это формула кунг-фу изменилась. Теперь чем меньше у вас хп, тем больше шанс растет по вам ваншоту. И естественно, если у них больше урона с руки и больше урона не наносят, тем выше шанс, что вас ваншотнут. То есть разработчики максимально не поняли, что кунг-фу это единственная синергия, которая уничтожает вас предметами, и они решили еще ее бафнуть. То есть вы играете на примере какой-то Марси, закидываете в нее Киру, даете ей Радик, Алое Сердце, там пару предметов на деф, и все. У Марси 1000 урона, она будет вас ваншотать чуть ли не каждый раз. Ну, гениально, гениально просто. Молодцы, ребята. Рыжего лиса немножко, кстати, дебафнули. На первом грейде у него 10 секунд откат, потом 8-6. Тут, в принципе, такое. И нет доп урона при использовании способности. Джаггера немножко поднерфили, теперь у него 80% сопротивления на крутилке. Но на самом деле, разработчики снова не поняли. Взгляд Азеса не работает на его крутилку. Соответственно, это слезы. Вот реально это слезы, то, что они сделали. Вы просто покупаете маску 5 тира на отхил и все. Либо же цепочку с 3 тира получаете, вот эти бусы, которые дают вам хп-реген. Все. Все, вы просто вы хилитесь и все. И забудьте. В принципе, все. Больше такого здесь ничего не поменялось в этом патче. И сейчас я буду переходить к разборке меты текущего патча, текущего сезона, я даже не знаю, как это назвать, просто буду переходить к разборке мет. Я где-то сделаю 3-5 мет,
Я сразу говорю, я покажу, как на ней играют, в чем плюсы и минусы, и скажу, какими синергиями ее контрят. То есть я не буду вдаваться прям в детальные подробности. Если я буду в детальные подробности вдаваться, это будет ролик на несколько часов. Поэтому синергия, чем контрят, все. То есть плюсы, минусы, как контрят. И покажу, как она собирается, естественно. Поэтому переходим сейчас к метам. Первый мета, который я хочу вам показать, это довольно-таки распространенный билд. Я бы сказал, что набирающий популярность, так как это нереально сильный билд. Смотрите, это 6 убийц, 4 ведьмака, 3 эльфа и морских немножечко. Тут же в чем фишка? Да, у меня тут темпларка много сейчас напишут в тройку, но, ребята, кто против этого билда сталкивался хоть раз, у меня даже предметы не все есть. Вот 2 хороших предмета есть. Короче, не суть. Я просто показываю вам сейчас билд, который часто встречается против вас. Я не говорю, какие предметы идеальны, я просто хочу вам поговорить об этой синергии. В чем сила этой синергии? Во-первых, сама темпларка. В двойку она нереально сильная. У него есть пси-блейды, то есть скилл, который бьет за спину. То есть вы бьете одну цель, а массовый урон проходит за спину. По вот этим вон 2 целям еще сверху. Когда она юзает свой щит, соответственно, она эвейдит 7 тычек. То есть у нее иммунитет на 7 тычек, магических, физических, чистых, без разницы каких. У нее иммунитет на 7 тычек. Продолжительность 6 секунд. Плюс урон немножко себе повышает. Это очень сильная фигура, я бы сказал, даже максимально сильная фигура, и кто хоть раз против нее играл, я даже ролик выпускал, тот понимает, насколько это сильно, просто насколько. И плюс ведьмаки. У нее сейчас здесь 600 урона, по факту это 1200 урона. 6 убийц дают первую тычку с критом, 100%, то есть нанести 400% чистого урона. То есть у меня 1200 урона, умножаем, получаем 4800. Сильно. И это все чистый урон. Примерно выглядит это все вот так вот. Давайте вот просто посмотрим. Чпуньк. Жестко, да? Это невероятно сильно. Самые главные предметы, которые я дал бы приоритет, это Мьёльнир, криты, бессмертие. В первую очередь я бы, наверное, все-таки брал Мьёльнир, хотя и на самом деле можно и без Мьёльнира справиться. Криты вполне заменяют себя. Приоритетные предметы, которые нужны, вот, допустим, по игре. Экзорцизм. То есть, все зависит от того, кто против вас играет. Экзорцизм, БКБ, это шмотки под сейва. МКБ, это, соответственно, шмотка, которая будет пробивать все миссы, которые есть в игре вообще. Если нет ни у кого МКБ, вот эта вот шмотка идеально подходит, потому что у вас еще баф эльфов. Как-никак у вас миссы какие-то есть. А эта шмотка еще и усилит их. То есть варианты предметов тут нужно отталкиваться от игры. Я говорю обобщенно. То есть МКБ, БКБ, экзорцизм, Мьёльнир, криты, бессмертие, маска, щит отражения тоже идеально заходят. Потому что как минимум может любую тычку отразить, любой дебаф отразить. С шансом, соответственно, 40%. Раз в 3 секунды срабатывают. Для каждой фигуры отдельно. Шмотки сильные. Все остальное на ваш выбор. Так же самое можно еще взгляд АЗС взять. Для того, чтобы на массовый дебаф на отхил кидала. И в целом происходит катка, вот, ну, еще раз покажу сейчас. Даже, вот мне просто МКБ сейчас нужно найти, да, для идеально. О, МКБ нашел как раз. Все. Зимнее объятие не надо. Взгляд АЗС упал. Все, вот это вот билд, которого достаточно будет выносить почти здесь все и вся. В идеале, конечно, вместо ТБ делать спектру. ТБ вам не нужно апать там в двойку, в тройку, это будет useless, потому что ТБ может максимально криво сработать, забрать у темпларки ХП. И если вы ее в двойку соберете, не дай бог, эту ТБшку, то вы его, соответственно, можете свою темпларку просто перевоплотить, и все, вы лишитесь мейн-керри. И вот смотрим, первая тычка. Чпуньк. 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 Сильно? Я считаю, это очень сильно. Это невероятно сильно. Это просто, ну, разрыв. Реально разрыв. Как контрить такой билд? Во-первых, есть контрбилд этому вот созданию. Алхимик, Кира, тролли, чернокнижники. То есть вот это вот все вместе. Алхимик в тройку, в принципе, темпларку может законтрить. Прям довольно-таки сильно он в действительности может ее законтрить. Боги, маги, драконы. Самый сильнейший билд, я имею в виду, маги, боги, драконы. То есть это 4 бога, 9 магов, 4 элементалиста и все вроде бы. То есть вот это вот... и 5 драконов, естественно. Это самый сильный билд магов, он спокойно может законтрить, в принципе, эту синергию. Тут суть в том, что этот билд очень тяжело собрать.
Если у вас есть в билде темпларка, то вы, соответственно, играете через нее. Если же нету, вы играете через рыжего лиса. Законтрить этот билд, естественно, вот как я сказал, боги, маги, драконы могут. Кто еще такой может? Драконы, ведьмаки, Свен. То есть, если Свен успеет дать тычку, то, скорее всего, он ваншотнет здесь все и вся. Плюс, ну, в принципе, думаю, тут понятно. Билды с контролем, я думаю, могут законтрить. То есть, горн какой-то. Ставите горн, чтобы Тепларка вечно била этот горн. Все, она будет бить этот горн, и в то время будете всех разбирать. А Тепларка будет пока присасываться к горну. Жрецы, боги-жрецы могут взять под темпларку контроль. То есть, если у вас выпадет вот этот вот светлый дух в двойку, вы берете темпларку под контроль, и чел сам себя уничтожает. Тут как бы это понятно. Охотники. Охотники не факт, что смогут, но у них большой шанс вас перебить. То есть, если там соберется 6 охотников, 4 ведьмака через медузу, либо через какого-то мейн-керри хорошего, я думаю, темпларку может разобрать. Но вот самая глубокая опасность — это алхимик, тролль и Кира. Это самая жесткая синергия, которая может разорвать темпларку, особенности если... Ну, короче, там будет играть уже от того, какие у вас шмотки, у противника шмотки. От этого уже отталкиваться. И гритеры. Если поставить чел хрону заранее, и у вас не будет там шмоток под... Короче, если вы хрону не переживаете, все, ГГ. Темпларку просто не выпустят. Ну и, соответственно, темпларка, если первую тычку нанесет, соответственно, всех гритеров она сметет. У меня была где-то катка, я показывал, как я играл против гритера, и там я занял топ-2, но там чистая случайность, то есть рандом подкрутил, то есть игра так решила. В принципе, все. Это первая мета, давайте перейдем теперь ко второй. У кого, кстати, остается вопросы, пишите в комментариях, я буду отвечать в комментариях подробнее. Вторая топ-2 мета — это боги, орки, и давайте разберем поподробнее, почему она такая жесткая, и в целом, почему ее настолько сильно пикают. Смотрите, есть Джаггер, можно играть через него. Можно играть через жреца тройку, через нежить. Я сейчас объясню почему. Можно играть через Джаггера, который имеет иммунитет к магии, грубо говоря, да, там, ну, 80%, я считаю, иммунитет. У него вечная крутилка, на него дебафы не работают, кроме Башера 5 тира, и Хекс, может быть, прилетит с 5 тира. А так, в остальное время он просто иммунитет к магии, вечно. Что нужно для того, чтобы играть на Джаггере? Маска 5 тира на крутилочку. Все. Вот эту маску вы лутаете, либо уже вот эти вот буссы, вы неубиваемо становитесь. Желательно, конечно, маска 5 тира. Докидываете какой-то радик. Вот я вам покажу его. Радик. Алое сердце. Где он? Вот радик, алое сердце. Для подсейфа либо БКБ, либо же экзорцизм. Щит обязательно на возвратку. И, в принципе, все. Вот этих уже шмоток достаточно, чтобы вынести тут все. Хекс. Ну, тут уже дальше сами выбираете, что вам нужно. Я показываю обобщенно. Вот эти вот предметы, это must-have, берете его, все. Много ума играть на этом билде не надо. Просто орков со старта собираете, выбираете орков, которые вам нужны. В данном случае вам нужно будет заменить одного орка на вот этого. И я бы заменял на самом деле тут все полезные герои, я бы просто добавил. Но если стоит выбор, то 100% мы убираем орка, который агро дает, вот этот акс. Ставим вот этого. Или убираем вот этого и ставим, соответственно, вот этого. Очень сильный персонаж. В чем сила орков? Все фигуры, они импактные. Они импактные даже в лейте. То есть нет такого, что там бесполезные фигуры. Все фигуры, они полезны. Все фигуры, они сильные. И сама суть — это разнообразие этого билда. Вы можете перестроиться в шаманов. То есть сделать 4 шамана. Потом сделать 6 шаманов, если так надо. Оставить Керри Джаггера. Если был бы у вас Зевс, вы его собираете просто в двойку. И играете через Зевса 6 шаманов и, соответственно, 4 орка. Это... Короче, у этого билда столько разнообразия, и она настолько самодостаточна, что ты диву даешься. Так же самое вы можете, если вас прям душат, вы собираете просто жрецов. Да, берете вот этого жреца, собираете его в тройку, играете через него, докидываете вот этого андайнга. Если у вас есть дух 5, его докидываете, просто перестраивайтесь в жрецов. Все. Так просто. И, скорее всего, вы будете выносить противника. То есть, вариантов очень много. Вас, допустим, выносят там какие-то гритеры. Поставьте, если у вас есть хан, горн. Если все так жестко, там, допустим, против кого-то другого, поставьте 4 горна. То есть, вариативности здесь море у этого билда. Минусы. Если против вас будут охотники плюс ведьмаки, они вас разорвут. Либо же охотники с очень хорошими шмотками и в правильном построенном билде вас разорвут. Убийцы 9 штук могут разорвать. Не факт, конечно, но могут разорвать. 6
убийц через ведьмаков разрывают этот билд. Кто еще такие? Боги, маги, драконы могут разорвать этот билд, если Джаггер не слишком жирный. Тут да, тут они могут разрывать. Да и в принципе вот этих вот билдов достаточно, чтобы выигрывать. Ну и Алхимик, Кира, Тролли это уже как бы база. Выдаю базу, как контрить билд через Алхимика, Киру. Ну и соответственно, если взято Z самому упал на Джаггера, то это тоже будет имба. Все. Контрапики, убийцы, то есть мгновенно и много урона. Вот. Звери, кстати, тоже могут спокойно разрывать. Это топ-2 мета, хотя, наверное, топ-1 мета, потому что самый простой билд не требует легендарок. Конечно, можно в идеале, но не требует легендарок. Вариативности много. Короче, я считаю, это топ-1 билд, топ-1 мета, на который играют сейчас все из-за того, что боги работают на раз. Как-то так. Теперь перейдем к топ-3 мете. Вот мы перешли к третьей мете. Это топ-3 мета, но я считаю ее овер сложной. Очень тяжело собирается, но если повезло, если рандом на вашей стороне, и если у вас Свен хотя бы в единичку, либо в двойку, и вам просто повезло собрать этот билд, считайте, что вы выиграли джекпот. Почему? Давайте разберем этот билд. Смотрите, это драконы, ведьмаки через Свена. Очень сильный билд, контрить его очень тяжело, в принципе, моментальным уроном, если есть хорошие шмотки, то, в принципе, можно законтрить. В чем плюсы такого билда? Я давайте вам просто один раз покажу. Вот, немножечко апнуть надо тут мои фигуры, но все равно. Тут не объективно, конечно, смотреть, но я записывал уже ролик, там где ваншоты раздавал. Так что просто откройте этот ролик, посмотрите, увидите наглядно, что эта мета работает. И это очень сильная мета, и она набирает огромную популярность. Все чаще я вижу это в билдах, особенно когда есть Свен. Контрить, конечно, тоже можно, но к этому мы перейдем чуть попозже. Смотрим плюсы этого билда. И, кстати, вот посох Великого Мага. Сейчас у меня скилл будет юзаться в 3-го тира. Давайте сначала поговорим. Во-первых, мана вам не нужна. ТБшку вы можете апнуть и в двойку, и в тройку, но, соответственно, вам ее нужно грамотно поставить, чтобы он ни в коем случае Свена не перевоплотил. Потому что перевоплотить Свена финита ля комедия. Я вообще предпочитаю вместо ТБшки поставить спектру. Это намного приятнее будет и намного безопаснее. И если, соответственно, у вас есть Джакира, то ставите Джакира. Ну и так, ближе к теме. Смотрим. У меня сейчас есть посох Великого Мага. Вот такой вот билд. Сейчас у меня будет увеличенная атака на 200% и все такое. Просто смотрим. Шпуньк, юзнулась. 2700 урона. Массовый урон у него есть. Все. Вот как-то так. И это реально работает. И это реально очень сильно. А почему так сильно? Объясняю. Со старта Свен получает максимальный баф от каждого своего демона. На столе их 10. Поэтому он получит максимальный баф сразу за каждую единицу. Соответственно, когда у вас посох 5-го тира, вы получаете максимальный баф, то есть 60%. И 200% со старта. Урон массовый сразу, 70%. Это Battle Fury встроенная. Какие предметы нужно для такого вот Свена? Это личный мой выбор, но я предпочитаю такие предметы. Если Свену двойку, соответственно, посох Великого Мага. Обязательно. Слишком лютый буст. Бессмертие, криты, Мьёльнир для скорости атака, МКБ и шмотка на подсейв. Либо же БКБ, либо же экзорцизм. Ну и, соответственно, если не выпадает, то от маски отказываться не стоит. Маска иногда очень полезная будет. Но, в принципе, просто они до такого этапа не доживут, ваши противники, и вы будете их просто разваливать без шансов. Без единой возможности на восстановление. Давайте еще раз просто посмотрим, чтобы убедиться, что я чпуньк, чпуньк, чпуньк. Но и вспоминаем, это не 300 урона. Это не 300 урона. Это больше. Это больше, чем 300 урона. По той лишь причине, что у вас есть демоны. И каждая фигура демона дает вам еще 10% урону вашему. К вашему урону. То есть это 6200 чистого урона. Вдумайтесь в эти цифры. 6200 чистого урона. Просто Свен в двойку. Как контрить этот билд? На самом деле, если там у Свена не хватает шмоток, то его легко довольно-таки законтрить. Во-первых, драконы, маги, боги. Убийцы, ведьмаки через темпларку, потому что темпларка имеет собственный щит, и пока Свен нанесет 6 стычек, темпларка там уже его просто будет вертеть на таких колоколах. Ну, тоже там может ваншот прилететь раньше, чем темпларка сможет хоть что-либо сделать. То есть тут там игра от ваншотов будет. Ну и, соответственно, если у кого-то бессмертие, потому что бессмертие в такой сборке влияет очень сильно.
Звери. Отчасти звери могут сделать это, но только через сильные Киры и, соответственно, Рыжего Лиса. Тут, я думаю, и так понятно. Кто еще такие? Вот кто? Гритеры тоже, то есть Хрона. Ну, все, как, грубо говоря, в Ведьмаках первых. То есть, там, где Ведьмаки-убийцы, тут, в принципе, такая же концепция, только немножечко по-другому. Тут нужно пережить. Тоже, если Гритер поставил Хрону и он успел вас забрать раньше, то, извините, вы больше ничего не сможете. Но просто давайте посмотрим еще раз, как это красиво выглядит. Чпуньк. Как красиво. Ой, как красиво. А Безоружь, кстати, очень сильный предмет. Вы просто Свена руку выключаете на очень долго, и он чилит. Горн тоже может очень хорошо законтрить Свена. Ну, в принципе, все, я думаю, так разобрал здесь. Топ-3 меты назвал, я сейчас посмотрю, может, еще добавлю. Ну, топ-3 меты это такое. Давайте еще добавим одну мету. Будет топ-4 меты, может топ-5, конечно. Ну, посмотрим. Четвертая топ-мета этого патча — это сильнейший магический билд, который только можно представить и вообще что-либо сделать. Тут, конечно, я могу одного мага убрать и доставить четвертого элементалиста Энигму, если он был бы здесь. Но его здесь нет, поэтому показываю как вот так. Вот через 10 магов, потому что здесь маги овер сильные есть. Ну, в общем, вот. Как выглядит этот самый сильный билд магов наяву. В чем фишка? И, кстати, вот давайте рассмотрим шмоточку. Вот это вот посох великого мага, вот на примере Зевса. Ну, как на примере Зевса? На примере Зевса не получится, но получится, соответственно, на примере котла. Смотрите, котел у него... Давайте не на котле, давайте вот на личе. Вот у лича сейчас будет способность 3-го тира. Вот. 12 отскоков, 450 урона. И вот как это работает. Давайте посмотрим. Это самый сильный магический билд. Все. Невероятное количество урона, невероятное КД, оно самое минимальное. У вас 4 бога, которые имеют... Просто все ваши маги имеют дебаф облета. Они не требуют маны. У них 4 бога. Под С в виде элементалистов есть. Куча урона просто влетает в секунду. Плюс посох великого мага. Но есть одна ирония. Все вот это вот законтрить могут одни рыбы. Ну тут даже по предметам я ничего не буду говорить. Тут предметы, они... Все магические, тут их куча, точнее не все магические, тут куча магических предметов, которые тут просто они есть, их можно юзать. Вот как бы один из них это божественный отпечаток. Берете его, ставите 4 мага. То есть, допустим, если у вас не очень хорошая катка, ставите 6 магов, 5 драконов, 4 бога. Это 10 уровень, и вот такой у вас билд будет примерно. Не 9 магов. Но там, в принципе, если все хорошо пойдет, то можете в 9 магов выйти. Куча есть предметов, на которых вы можете играть вот на магическом билде. Тут вот посох великого мага, и доспех экзорцизма тоже иногда понадобится, колдовская цепь, то есть куча предметов, которые вы можете играть. Особенности — зимние объятия. Имбалансный предмет для магов прям на 200%. Также самый первый предмет — это вот первого тира Дискорд. Закидывайте Дискорд, на 25% уменьшаете каждому сопротивление магическое. Также самое, если у вас есть зимние объятия, то зимние объятия, они просто навешивают дебаф сразу облета со старта с первой, с нулевой секунды. Это очень сильно. Как такое контрить? Естественно, все первые топ-3 меты могут это законтрить при правильных шмотках, потому что пак уже не такой сильный. Ну, в принципе, думаю, тут понятно. Как бы, why not? Я даже не знаю, ну тут много ребят, которые могут законтрить этот билд. Все дальше зависит от шмота. То есть гритеры, звери, нежить можно даже законтрить. Шаманы, 6 шаманов могут законтрить, если нет у противника Зевса. Да, очень много билдов, которые могут законтрить драконов-магов. Просто драконы-маги, они комфортные. Но если против них будут собираться морские, либо что-то еще, то, соответственно... Это смешно становится. Тут я даже продолжать не хочу. Магов очень легко контрить. Единственный даже предмет шар бездны, который будет, вы можете законтрить. Гритеров поставили, все, вы с шаром бездны можете вынести весь этот стол. Просто сила этого билда раскрывается, когда у вас Зевс двойку, у вас есть такой вот сетап фигур. Не фигур даже, а синергии. Вот 9 магов, 5 драконов, 4 бога и 4 элементалиста, если есть, соответственно, энигма. То есть раскрывается при таком вот самый сильный билд магов. Сильнее вы просто не сделаете. Может еще сам 6 магов, 5 драконов, 6 нежити. Для этого 11 уровень нужен. Но и то это будет слабее, как по мне. В принципе, как-то так выглядит сильнейший билд магов. Контрить его довольно-таки легко. Морские, гритеры, звери.
первые два билда через убийц ведьмаков, через ведьмаков, Свена, драконов, то есть вот эти вот все билды могут законрить, потому что тому же Свена даешь БКБ, он просто всех ваншотает здесь. В течение 5-6 секунд он вынесет весь этот стол. Потому что нет пака предыдущего. Раньше, в предыдущем патче, пак мог это нерфануть от этого Свена. Просто 80% урона он бы ему срезал. Как-то так, как-то так. Ну и, соответственно, добавляйте свои комментарии, а мы переходим к следующему. И напоследок, завершающий это топ-5 лично на мой выбор, это звери через богов и синергию Киры. То есть, вам нужно для того, чтобы сыграть на зверях, вот именно таких, вам нужен вот этот вот предмет отпечаток Киры. Тогда вы сжираете своих друидов на этом рыжем лисе и просто с одного прокаста выносите пол стола. Что нужно для него? В принципе, просто играете на зверях, собираете зверей друидов и дальше выстраиваете свою синергию через Киру. Можно даже богов не ставить, можно 2 бога оставить. Просто будь здоров. Оставляйте 2 бога и все. Можно без богов сыграть, можно через чернокнижников полностью сыграть. То есть вариаций здесь несколько, как вы будете играть на зверях. Но сама суть, то, что вы играете либо через Рыжего Лиса, либо же через Манки Кинга, вот этого звездного странника. И что вам нужно под предметом. Отпечаток Киры обязательно. Просто он нужен. Запомните, он нужен. Обязательно кровавый череп нужен. Я выбираю Battle Fury, потому что вам нужно зачищать столы. Обязательно. Да, и дальше нужно смотреть. Если куча дебафов против вас, доспех экзорцизма. Если куча магического урона, БКБ, либо же это шмотка. То есть одна из двух, либо же лучше 2. Криты. То есть маска, криты, бессмертие. Одна шмотка из-под сейва, либо же даже 2 можно брать. МКБ по-любому, потому что это, соответственно, эвейт миссов. Башер можно. Можно также вот эту новую шмотку взять. Можно кучу минус брони сделать. То есть вариаций много по предметам. Но сама суть, то, что вам нужен отпечаток Киры. Будет он, вы будете выносить все столы. Чернокнижники дают 25% от хила. В принципе, в некоторых катках можно маску 5-го тира не искать. Если вы уверены, что вам 25% от хила хватит. Убрали, конечно, у него доп урон, но тем не менее, ребят, он все равно очень сильный. Просто вот давайте продемонстрирую, скажем так, наяву, чтобы меньше говорить, и наяву продемонстрирую. Вот, просто 2 предмета закинул. Вот, станчик прилетел, если бы у меня было, ну, просто. Было бы БФ, я бы уже весь стол здесь снес. Ну, кстати, меня здесь вынесли. Продемонстрировал. Ну, как вынесли. Не совсем, но было больно. Ну, короче. Есть несколько шмоток на подсейв, вы сможете в принципе, выносить все билды на столах. Это очень сильная сборка, самая лайтовая, ну, соответственно, после орков и богов, потому что орки и боги это намного легче. Как контрить такой билд? Естественно, убийцы-ведьмаки, драконы-ведьмаки Свен, охотники могут спокойно законтрить, воины, если хорошие воины с хорошими предметами, они могут реально зверей вынести. Драконы-маги, то есть билдов, которые законтрят зверей, может их просто миллион почти. Но вкратце это драконы-маги, вот который остановился, драконы-боги-маги, охотники, нежить отчасти иногда может их вынести, эльфы могут их перебить, если шмоток не хватает у вашего керри. Гритеры могут спокойно вынести, думаю... Ну, короче, и еще несколько синергий, думаю, можно найти. То есть тут прям куча синергий, которые могут зверей законтрить. Ну и в комментариях добавьте свои, конечно же, варианты, ребята. И вот как такой у меня небольшой обзор патча, плюс обзор мет и кто кого контрит. Я не вдавался в полные детальные подробности по той лишь причине, что это было бы очень долгий видос. Там бы на пару часов. Если бы я прямо разжевывал детально, что как контрится, какие предметы нужны и так далее, и так далее. Это обобщенно то, что вам поможет, грубо говоря, понимать вот это вот топ-5 мету и как их контрить. Если вам этот ролик помог, ребят, не забудьте оставить свой лайк, в поддержку написать комментарий и, соответственно, под все мои запросы, которые я сказал, где оставьте комментарий, добавьте что-то свое, чтобы тот, кто смотрел этот ролик, тоже себе немножко подчеркнул знаний для этой игры и повысил свой скилл, чтобы нам было намного интереснее играть в эту игру. Всем спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях, там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы и в целом веду небольшой свой личный блог, так что всем спасибо и всем удачи.